Ляля. Покосили. Стала ляля. Чистенько, красивенько. Что-то не это. Нету у Саши времени, чтобы построить мне здесь перголу, на которую я хотела качельки повесить. Так у меня колом и стоит здесь. Я вот уже думаю, может быть, ну ее, эту перголу, сделать здесь тоже какую-нибудь альпийскую горку. Вот с этими камнями, блин, кто их ворочать будет? Ой, короче, не знаю. Балка, перестань прыгать на меня. Да перестань, я сказала. Ну что за игры? Убери его оттуда, там белье висит. Юль, ты его выпустила, ты за него отвечаешь. К моим розам его не подпускай. Ну, смотрите, какие у меня уродские цветы. Представляете? Вот купила в свое время, уж не помню сколько лет. Вообще не помню сколько лет. Эти лилии посадила. А они, представляете, вот такие уродские растут. Вот уже сколько лет, не знаю, 10, наверное. Такие вот. Тут у меня в колесе 2 типа вид родих. Лилия сидит. Одни вот такие вот уродские, бордовые. А вторые вот еще не раскрылись. Эти тигровые. Но они красивые, конечно. Вот эти тигровые лилии. А вот эти, сейчас вот эти отцветут, и тигровые зацветут. Они друг за другом в этом колесе цветут. Места им мало, но я пока не выкапываю, не размножаю, потому что, ну вот они, что, собственно говоря, вот что здесь наросло, то наросло. Ввиду того, что места мало, они не плодятся больше. Вот, поэтому пока не знаю, потому что куда. Ну теперь, наверное, знаю, теперь, наверное, в горку туда, в свою, в новую. Подсажу несколько штук, да, выкопаю, ну только тигровых, наверное. Но опять же, тут если выкапывать, тут все надо выкапывать, не знаю, короче. Ладно, пойдемте, сейчас покажу, какое у нас с вами задание сегодня. Такое очень интересное, я буду делать это первый раз, никогда не делала. Вчера весь вечер смотрела на ютубе ролики, что люди рассказывают, как они это делают. Надеюсь, у нас все получится. Будем учиться. Ой, не скажу, что у меня совсем не было раньше попыток посадить дыни и арбузы. Они были, но из этого вообще ничего не выходило. В этот же раз я посадила их вот так вот в грядку. Та полоса арбузы, это полоса дыни. Вот. Но теперь я вижу, конечно, ошибку. Я очень часто их насадила. Вот. Они долгое время стояли у меня, как положено, под такой тканевой накрывалкой. Вот я только ее убрала. Я считаю, поллета они под ней постояли. Вот. Ну, арбузы уже есть. Вот. А дыни я пока не нашла. Но, может быть, сейчас мы будем этим заниматься. Может быть, найдем и дыни. Вот. Но, чтобы арбузы в Сибири росли, как я вчера посмотрела, вот они, видите, чудесные такие красавчики. Поняла? Вот. Вот. Лучше на кусту оставлять 2-3, ну не на кусту, а на ветке, 2-3 арбуза, а остальную ветку полностью убирать, потому что она просто будет сосать, что называется, жизнь из этих больших, вот, из куста, вернее, и этим большим просто этой жизни не хватит для того, чтобы достойно вырасти и поспеть. Поэтому сейчас, то есть я долго очень задавалась вопросом по поводу того, как их подрезать. Я думала, что, то есть вот смотрите, есть два правила, например, у томатов, да, и огурцов. Например, томаты, если мы хотим, чтобы все они начали поспевать, мы срезаем верхушку. Вот, то есть берем и полностью вверху томата убираем, и тогда все новые уже томаты не образуются, а те, которые были, они начинают краснеть. То есть таким образом мы как бы старим куст, и все, начинают краснеть. Ну, это вот я рассказываю просто по собственному опыту, как я делаю. Вот. А у огурцов у них не так. Ну, у них, если ты верхушку обрезал у куста, ну, у этого, то, ну, обрезал и обрезал, все оставшиеся там просто будут расти, как обычным образом, там, цветы, которые остались, они там дадут плоды вырастут, поспеют у огурцов, ну и так далее.
И я задавалась вопросом, как же у арбузов и дынь. Можно ли обрезать вот эти ненужные, которые образуют вот такую вот массу, видите, такую, как в тропиках. Вот. Можно ли обрезать, не повлияет ли это на формирование и рост тех плодов, которые уже есть. Вот. И оказывается, что в принципе, как я вчера насмотрелась, принцип тот же самый. То есть обрезаешь верхушку, а все остальные плоды растут так, как они росли. Вот. Поэтому мы сейчас, чтобы получить урожай, я буду делать это первый раз. Вместе будем смотреть, что же у меня получится. Вот. Чтобы уже потом на следующий год сделать один шикарный ролик со всеми рекомендациями. Все, что у меня не получится, все, что я сделаю неправильно, я уже смогу всем интересующимся этим вопросом объяснить. И чтобы люди не делали уже ошибок. Напомню, те, кто впервые на нашем канале, мы живем в Сибири. Прямо вот Сибирь. Так, ну что, начнем. Сейчас я схожу за ножницами, и мы с вами начнем, ребят. Так, ну что, приступим, да? Ой, господи, прости. Ну ладно, так. Берем ветку. Аккуратно. Тут она друг об дружку переплелась. Так. Что у нас тут есть у этой ветки? Вот есть один арбуз. Ага, есть, оторвала от куста арбуз. Так, ну ладно. Так, и что у этой ветки? Есть на ней что-нибудь на этой ветке? Ничто на этой ветке нет. Поэтому я смело ему обрезаю. Вот. Лишняя на ней ни единой завязи. Нет, учитывая, что уже есть большие довольно-таки арбузы, это говорит о том, что она пустая. Ребят, ну это мое мнение. Давайте, если есть уже профессионалы на этот счет, комментируйте, пожалуйста. Это ведь важно, интересно. Возможно, кто-то делает то же самое прямо сейчас. И ему, конечно же, это будет интересно. Так. Ну, больше я так делать не буду, конечно, чтобы... Так вот у нас прямо... Блин, если бы они еще не цеплялись друг за друга, то я сколько лет буду делать здесь? Интересно вообще. Вообще-то... Так, ну что, вот есть ветка, да? У этой ветки есть арбуз на самом кончике. Вот, есть. Так. Что-то я это... Ой, тяжелый случай для меня вообще. Я даже не знаю, как я с этим буду сейчас справляться, честно говоря. У меня же еще двух видов арбузы. Полосатые, они красные. А еще есть просто, вот он, видите, смотрите. Видно вам? Вот он. Вот он, видите, какой он, не полосатый. Он внутри ярко-желтый должен быть. Господи, я же не могу по-нормальному. Первый раз делаю, и мне надо обязательно выдрипнуться. Ну вот так вот. Значит, вот он сидит, получается, на ветке. Что есть еще на этой ветке? На этой ветке, по-моему, больше ничего и нету. Так. Все позапуталось. Так. Да, больше ничего и нету. Ни одного. Поэтому я ее смело обрезаю. Зачем она мне нужна? Все, на ней ничего нету. И уже, значит, ничего не вырастет. Все. Так, это что? Тоже пусто. Тоже, чтобы мне ничего не мешало здесь. Так, вот ты спокойненько лежи, моя хорошая. Так. Здесь надо понять вообще. Да прям вот этой кучи, слушайте, уберу, тут ни одного арбуза нет. Прям уберу целую кучу вот эту. Все.
Так, это тоже что? Это тоже ничего. Молгай, что там делает? Так, здесь. Сейчас все подкорнаю, блин. Без арбузов останутся. Ну а зачем она? Смотрите, середина июля. Еще только цветы, даже без арбузиков. Уже ничего не вырастет все равно. Так, это что? До свидания. Где-то просто вот такие буду обрезать, чтобы она дальше не ползла. Ну это, короче, я думала быстро, это совсем не быстро. Ну, конечно, это потому, что я их так плотно посадила. Это очевидно. Я тут, конечно, сама виновата. Так. А здесь, вот смотрите, пусть и далеко, это не основная ветка, но есть. Там я вот так, наверное, все-таки обрежу, а его оставлю. Тоже. Долго. Это, короче говоря, все, ребят, будет не быстро. Я рассчитывала, что все это быстро будет. Не быстро. Так. Полить еще сегодня надо. Вечером сейчас после стригания. Делать. Видите, что? Основная ветка, и она пустая, по-моему. Так. Давайте смотреть, ребят. Это ветка. А вот это где-то что-то я видела. А у нее вот. Да? Да. Жих только. На себя оставляем. Так. Здесь. Ну-ка. Смотрим. Что тут у нас? Это вот, наверное, пока так, потом еще будем смотреть. Так. Ты что? Ну-ка иди на место. Вот так вот ложись. Вот так. И ложитесь здесь. И лежите, мои хорошие. Так. Это получается. Ой, какая хорошая. Там, смотрите, ребят, видно? Смотрите. Ну, его жизнь мы, конечно, оставляем. И тут вот есть еще. Мы вот так вот убираем. Остальное пока оставляем. Так. Все. Пока я отключаюсь. Принцип понятен, да? Еще говорят, после того, как вот эту процедуру проведешь, вроде как, подкормишь, польешь, и на следующий день, получается, через сутки подходишь, и в 1,5 раза больше плоды становятся после вот этой обрезки. Но завтра посмотрим, да? Сейчас я до конца дойду. Мы выберем 2-3 штуки основных, скажем, измерим их. Так, а как мы их измерим? Ну, мы их в обхват измерим, и в длину измерим, запишем. А завтра через сутки проверим, да? Ну, еще потом до дынь дойдем, посмотрим, дыни-то есть или нет. Дыни тоже каких-то 2 сорта было. Каких-то многообещающих, вкусных. Посмотрим. Ну, закончила я с горем пополам. Прошла я арбузы. Не буду я, конечно, так больше делать. У меня вообще какая-то идея, знаете, дурацкая появилась, что я на следующий год их, как огурцы, буду пускать. Где-то я видела в каком-то кино или в какой-то передаче. Так, на юге так делают. И пускают, как эти, вица, как огурцы. А потом это плоды, которые оставляют, это
созревать, в сетки кладут и к этому подвязывают, ну, подвязывают к плети, на которой, собственно, само растение вьется. Вот, я так хочу, наверное, сделать. Я решила, знаете, посмотрим, конечно, еще, но пока у меня возникла дикая просто идея. Смотрите, дыни даже не завязываются. Возникла дикая идея на следующий год вообще больше в теплице не садить ни помидоры, ни перцы. Потому как несколько лет подряд я наблюдаю за тем, что помидоры на улице гораздо лучше по качеству, по количеству. И с точки зрения ухода за ними это не так мне тяжело, потому что я все вижу, мне не надо в теплице в жаре там торчать и так далее. Сейчас, дочь. Вот. Поэтому вот так. Значит, смотрите, сейчас мы будем... Где это? Это мое. Нет, вот это мне дай. Уходи отсюда, давай. Замерять. Юляш, ты как-нибудь так, чтобы тебе писать было удобно. Иди вон туда, наверное, к туалету, вон на ту эту приступку. Значит, мы с вами сейчас замерим, чтобы завтра не потеряться. Вот самый маленький. Вот это, смотрите. Вот. Видно вам? Вот маленький. Его замерим, запишем. Так, пиши, Юль. Болгай, иди на место. Болгай, иди на место. На место иди. На место иди. Юль, пиши. Ой, слушайте, закрыла козла. Конечно, ему еще 6 месяцев, он ребенок. А размеры-то у него как у слона, и он играется. Юра в крапиву затолкал своими играми. Ой. Он играет, не понимает, что он огромный. Так, пиши, Юрий, номер 1. Обхват. Обхват. 9 см. 9 сантиметров. Написала? Нет. Длина 4 см. Так, этот. Вот этот мы тогда, да? Теперь номер 2 пиши. 4. Номер 2. Обхват 30 см. Написала? А зачем ты пришла? Потому что мне там жрут. Написала? Нет, потому что мне... Номер 2. Обхват 30, длина... Обхват 30, длина 12. Написала? Длина. 12. Написала? Почему тебя не жрут? Я спрашиваю, написала? Написала. Все, на, уноси с Богом. На, то и то, все домой уноси. Почему тебя жрут, а меня нет? Тебя жрут, а меня нет. Потому что ты голая и мокрая. А я в майке. Поэтому меня и не жрут. Так, ну все, 2 достаточно. Тут у нас еще есть вот такие. Есть на самом деле разные. Но вот эти полосатые пока я заметила, что они лучше всего. Вот. Если по этому. Большие. Эти полосатые. Ну вот все с ними, да, с этими с арбузами. Пока, во всяком случае, на первый раз, да. Сейчас посмотрим дыни с вами. Что с дыньками у нас? Так. Ну, с дынями, по-моему, все плохо на самом деле. Как бы вот они все хвосты.
плодов нет. Если еще за неделю ничего не вырастет, я все повыдергаю. Что-то не понравилось. Тогда, значит, этим дыням у нас. И они решили, что им здесь не место. Так, где они тут у меня? Ну нету, представляете, жалко. Прям жалко. Несмотря на то, что я особо-то и не рассчитывала. Нет, вот она. Есть малюсенькая, малюсенькая. Вообще малюсенькая, малюсенькая. Ну что это? Когда это она вырастет? Собирается. Такая малюсенькая. Ну. А здесь и таких нет. Ну вот. Ну да, я их, если ничего не будет, через пару недель, я их, конечно, все уберу, чтобы они хотя бы мне арбузы не забивали. Потому как их нет от слова совсем. Ну все, дынь нет. Ни одной. Там какие-то заморыши есть на ветках. Небольшие. Я говорю, еще пару недель я их повыбрасываю, повыкидываю. Они цветут, видимо. Но когда уже теперь плодам-то вырастать, то смеяться? Так ведь? Так, ну что, нашлась у меня вот такая приправа. Ну, не, господи, приправа. Универсальное натуральное удобрение гумат калия. Ну, я знаю, что калий, да, он для роста, конечно. Стимулирует рост корневой системы, увеличивает урожай, профилактика заболеваний. Ну, вот этим сейчас биомастером польем. Вот. Ну, а потом через недельку еще чем-нибудь подкормим. Куплю что-нибудь конкретно прям для арбузов. Даже... Выгодно так поливать. Грядка с наклоном. Здесь поливаю, и все в дыне туда уходит. Ну все, хватит. Сегодня это была подкормка. Вот. Утром еще завтра полью. А вечером будем с вами измерять это, как его, размер наших арбузов. Так.
Ну что, дальше. Твою мать. О, супер. Забыла? Ой, не забыла, в больницу ездила. Не успела утром сварить картошку. На вечер без картошки остались. Придется кабачков побольше дать. Сейчас поставлю варить. Кабачки. Прикольно они уже это. Самостоятельно уже кабачки тереть не надо. Я просто эту мешанку замешиваю. Ну, каши там всякие. Вот. А кабачки так пополам режу и кладу им прям туда. Они съедают. Все. Даже эти, пока мягкие, так они прям эти все съедают. Как, скажите мне, шкурки у кабачков. Это пока мягкие. Тут ленюсь я вот это вот, конечно, что ну, муторная такая работа вообще не для меня. Вот эти глазки удалять. Ну, с ними же не приготовишь. Ага. Что ты себя, этот огурец что ли сделал? Да? Ну, короче, черри мы не увидим. Черри не успевают поспевать, да? Да. Ясно? Я их уже съедаю. Ну, ясно. Я смотрю, что-то у меня черри было много зеленых, а красных нет. И нет. А у меня Люля ест, да, черри? Сладкие, вкусные. Да. Ну, кушай на здоровье, дочечка. Для чего же они еще растут, если не для тебя? Ну такое. Ага. Ну, под вечер жара, да, какая-то началась? Весь день вроде не было жары. Холодновато было. Уж прям таки холодновато. Ну, говоришь тоже. Такая вот серия. Нажми на паузу. Нажми на паузу, пожалуйста.
такая не совсем чистая газовая плита. Тут у меня в сарайке. Ну, не обессудьте, она исключительно для приготовления еды животным, птицам. Ой, я про нее забываю вечно. Вечно она вот тут все убегает у меня и пригорает, поэтому... Отмывала. Толку нет, поэтому... Как есть, что теперь поделаешь? Так, все. Утка нагребла. Включила кабачки поливать. Надо идти за кабачками для уток. Так, все, я им утром давала. И картошка у них утром была, и рыбий жир, и ракушка. Все, сейчас им только еда такая. И кабачки. Все. Не очень они любят отруби. Чуть побольше насыпал, чуть переборщил отруби. Все. Так они умудряются всю кукурузу выжрать из этой каши. А отруби на дне оставить мне кормушки, я не знаю. Но отруби они не очень. Это самый дешевый корм. И от них они на самом деле вес хорошо набирают. Ну, вот не нравятся они им эти отруби. Ни в какую. Так. Видите, она пока кабачок мягенький. И уточки его с удовольствием съедают. Вот. Сейчас мы им отнесем. Вот такой ужин у уточек у нас. Так, привет, мои хорошие. А чё орём, как потерпевшие? А голодали? Ой, надо переключить. Ну-ка, тихо. Сейчас будем вами заниматься, не орите. Так, ну что, готовы? Не орите, не орите. Да вот еще, вот еще, вот. Где-ка шарики. Чавкать-то неприлично, ребят. Или вы как те китайцы? Вы у меня пекинские утки, что ли? Чавкаете? А? Не орите. Трапезничают, да?
Белеют уже, подросли, да, ребят? Помните, какие они маленькие были? Сейчас уже белеют. Скоро уже загон сделаем открытый, большой, с купальней. Ну вот.